Друзья, привет! В комментариях к предыдущему видео меня попросили сделать более подробный разбор топовых ген для пчел, как они выводятся. В прошлых видео я уже показывал, как, собственно, передавать гены от одной пчеле к другой, какие там принципы, собственно, как новые виды пчел выводить на примере иссушающей. В этом видео я попробую более подробно рассказать, собственно, что из себя топовые гены представляют, и продемонстрировать выведение, ну, передачу топового гена от одной пчеле к другой. Ам, Значит, кстати говоря, в этом видео я впервые использую шейдеры. Надеюсь, вам нравится. То есть я постарался выбрать не сильно загруженные, чтобы тени не мешали нам в демонстрациях. Итак, что вообще подразумевается под топовыми генами? Значит, у пчел есть генетика. Давайте еще раз посмотрим, какие у нас гены. То есть вид есть, да. Вид, он по сути задает то, какую продукцию пчела будет производить, да. Также у пчел есть скорость производства. Это, собственно, с какой скоростью у нас эта продукция будет производиться. Дальше идет скорость опыления. Это уже связано с лесоводством, то есть с какой скоростью у нас будет происходить опыление деревьев, которые рядом находятся. Про лесоводство я снимал тоже отдельное видео на канале, у меня ищите. Дальше вид цветка, то есть что у нас в качестве цветка используется рядом, что у нас будет опылять и что у нас будет размножать. Вот. Но размножает, как правило, только обычные цветы, да. Кормиться пчелы могут, например, еще кактусом, могут даже яйцо дракона потреблять. Вот. Но размножают они, как правило, только обычные цветы. Плодовитость – это сколько у нас трутней будет произведено после смерти матки. Территория – это значит, охват территории, на которой у нас будет влияние эффекта. Эффектов там различное множество у пчел, но самым популярным эффектом у нас является ген, соответственно, исследования. Он передает игрокам в радиусе пасеки опыт. Либо можно, например, еще использовать на прокачку узлов, там можно даже мобов спавнить определенных. Что касается территории, вот это вот средняя, это значит 9 на 6 на 9. То есть если мы здесь вот находимся рядом с пасекой, да, то есть получается радиус 4 блока. То есть вот раз, два, три, 4. Здесь у нас еще, например, эффект будет действовать. За пределами здесь уже, по идее, опыта у нас не будет, да, если мы там на ген исследования пчелку сделали. Так, еще есть здесь вторая страница, это устойчивость, соответственно, к температуре, к влажности. Что означает это? У нас же каждая пчела работает в определенном биоме, да? То есть у нас, допустим, есть обычный биом, есть пустынный, есть там зимний, нижний мир, эндермир тоже определенные свои свойства имеет. Вот если мы откроем пасеку, да, в этом мире поставим, мы увидим, соответственно, какая у нас здесь температура, какая влажность. Там обычная столько-то. Соответственно, устойчивость пчелы у нас говорит о том, насколько у нас может быть смещение в ту или иную область. То есть если у нас, например, максимально во все стороны, то пчела, которая по умолчанию работает в обычном биоме, может также, например, в зимнем биоме работать, может там в пустыне работать. Влажность тот же самый принцип. Там уже с точки зрения не температуры, а именно влажности, то есть, например, может быть тропический, да, климат, может быть там какая-нибудь пустыня, где у нас влажность низкая, или там болотная, где высокая влажность. Вот. И тоже, если у нас вот этот ген прокачан, то пчела, которая по умолчанию, например, работает на болоте, может работать в обычном биоме или даже там в эндермире. Что касается дневной, все по умолчанию дневные, я даже не видел какой-то не дневной пчелы в принципе. А вот с ночными здесь уже сложнее. То есть большинство пчел по умолчанию ночью не работают. Устойчивый летун означает, работает ли пчела при дожде. А пещерная, может ли пчела работать, если у нас над пасекой находится какой-то непрозрачный блок. Вот. Значит, что, в принципе, подразумевается под топовыми генами? Топовый ген, значит, в широком смысле слова, это значит ген, который нам дает максимальные преимущества от пчелы. То есть, если мы, например, хотим производить много продукции, да, нам, естественно, нужно, чтобы, например, скорость производства была максимальной. Да? Если мы с помощью этой пчелы хотим опылять деревья, мы хотим, соответственно, скорость опыления максимальную. Вот, и так далее.
Кроме того, значит, нам удобно, да, допустим, чтобы наша пчела работала в любых биомах, чтобы работала в том числе и ночью, там, в дождь и где-нибудь у нас там на закрытых базах под землей. Поэтому, по сути говоря, ну, как бы, вот прям твердо и четко сказать, что такое топовый ген, нельзя, это весьма условное понятие, каждый свой какой-то смысл закладывает. Это все еще зависит от того, какие у вас модификации стоят. Вот на той сборке, на которой я играю сейчас, 1.7.10, значит, это Forestry, Magic Bees и плюс еще различные модификации, там включая Thermal Expansion, например, там Ботанию и так далее. Вот именно в такой сборке я под топовыми генами подразумеваю, значит, во-первых, чтобы пчела была ночной, да, то есть у нее ген ночи был да-да, чтобы она работала в дождь, то есть, соответственно, здесь тоже генетика да, стояла да-да. Кроме того, чтобы она была пещерной, да, то есть работала где-то на закрытых базах наших. Устойчивость тоже у нее к температуре влажности была максимальная. На той сборке, на которой я играю, это возможно, значит, максимальная устойчивость к температуре 3 в обе стороны. То же самое касается у нас, ну здесь точнее на влажность в обе стороны, соответственно, 2. Больше здесь нет, насколько я знаю. Что касается генов на первой странице, ну, самое главное для меня, как мне кажется, это именно скорость производства. И на той сборке, на которой я играю, это скорость, соответственно, blinding. То есть она даже не переведена. Это вот появилось, если не ошибаюсь, ну, Magic Bees. И еще требуется модификация Thermal Expansion. То есть там есть пчела, которая вот дает такой ген. Если же вы играете на каком-то, ну, обычном форестре, без Magic Bees и так далее, то, соответственно, скорость производства будет, скорее всего, наибыстрейшей, и это дает развитый трутень. Что касается остальных генов, ну, срок жизни на самом деле вообще мало на что влияет. Но, ну, с точки зрения производства, да, скорости производства там, продукции. Но если вы хотите заниматься селекцией, да, то есть какие-то новые виды выводить, то желательно все-таки сделать здесь срок жизни кратчайший какой-нибудь. Но с точки зрения топовости пчелы, мне кажется, срок жизни вообще не принципиален. То есть на продукцию он никак не влияет. Потому что, ну, если у вас пасека автоматизирована. А вот если вы занимаетесь селекцией, то рекомендую делать срок жизни как можно меньше. Вот как здесь, например, кратчайший, да. Скорость опыления, ну, допустим, если вы занимаетесь лесоводством, естественно, лучше делать как можно больше. Да? Тут, насколько я знаю, здесь вот в сборке скорость опыления максимальная называется наибыстрейшая. Вид цветка особо не влияет, но по умолчанию лучше делать цветы, с ними проще. Хотя надо учитывать, что цветы он тогда будет размножать. А если вы хотите этого избежать, тогда можете какой-то другой цветок сделать. Плодовитость, топовая пчела будет с плодовитостью 4. Это максимальная плодовитость. И зачем она нужна вообще? Опять же, с точки зрения селекции она выгодна, потому что чем больше трутней производится, тем вам легче, соответственно, пчел перебирать и новые гены передавать. Это мы как раз на примере скоро увидим. Что касается территории, здесь тоже, конечно, есть там и большая, и огромная территория. Например, с точки зрения селекции какой-нибудь, да, там, ну, например, лесоводства, это может быть оказаться выгодным. Но я всегда своего друга просил делать по умолчанию, ну, такую вот территорию по умолчанию среднюю, потому что я обычно с помощью пчелок строю качалки, и, соответственно, чтобы какую-то большую территорию не ограничивать, да, под купол, как раз удобно, наоборот, чтобы ген вот этой территории был как можно меньше. Ну, вот это как раз минимальный, средний. Эффект там, естественно, какой вам нужен, таковой вы присваиваете, но обычно под топовой пчелой подразумевается именно с геном исследования. Ну, либо какой-то ген там типа Empower на прокачку узлов. Вот, собственно, и все. Значит, такие вот гены, то есть, на мой взгляд, являются топовыми, да, то есть срок жизни где-то кратчайший, скорость производства blinding, в переводе, насколько я знаю, это означает ослепление, то есть очень большой, наибыстрейший. Скорость опыления наибыстрейшая, плодовитость 4, территория средняя, эффект исследовательский, то есть на опыт, устойчивость по температуре в обе стороны 3, устойчивость по влажности в обе стороны 2, ночной должна быть, устойчивая к дождю, то есть устойчивый летун, и пещерная, тоже должно быть да. Собственно, как нам эту пчелу вывести? Ну, в предыдущих видео я уже показывал, как новые виды пчел получать, и у каждой какой-то пчелы есть по умолчанию свой ген. И мы просто должны, соответственно, эти гены находить и передавать от одной пчеле к другой. Ну, например, скорость производства блайдинг, оно появляется у пчелы, например, ампет.
Это, соответственно, требует модификации, во-первых, MagicBiz, во-вторых, Thermal Expansion. То есть даже если у вас установлен MagicBiz, этой пчелы у вас может не быть, потому что у вас нет, например, Thermal Expansion. Если же у вас все это есть, вы можете такую пчелку получить и, соответственно, вот этот ген производства Blinding максимально иметь у себя в арсенале. Если же у вас, например, просто стоит дефолтовый Forestry, да, то вас может выручить, соответственно, развитая пчела, развитый трутень. У него по умолчанию, когда вы выведете эту пчелу, будет ген наибыстрейший на производство. Окей, давайте еще раз изучим эту пчелку, посмотрим, что у нее здесь интересного. Так, скорость производства максимальна, то, что нам надо, да? А вот с плодовитостью здесь все не очень хорошо, надо бы прокачать, да? Территория здесь нормальная. Так, ну, срок жизни, в принципе, не особо принципиален. А вот здесь вообще, на самом деле, все очень здорово. Смотрите, она как бы здесь уже топовая. И здесь топовая, да, по влажности. Единственное, что еще и по температуре надо бы качнуть. Но так она с виду очень даже хорошая пчела, сама уже по умолчанию. То есть, если как бы у вас получится, я рекомендую вот эту пчелу сразу вывести. То есть, ну, поэтапно сперва вывести именно ампет, и дальше к ней уже прицеплять нужные гены. Это будет намного проще и быстрее. Вот. Если же у вас этой пчелы нет, ну, соответственно, поэтапно начинаете там собирать. Что касается, значит, где какие гены у пчел брать, ну, например, скорость производства, я уже сказал, это у Amped, да, Blinding есть, либо если это стоковый Forestry, соответственно, это будет наибыстрейший ген у развитой пчелы, скорость опыления наибыстрейшая по умолчанию у укромной, вот, но это тоже ген такой, не сильно принципиальный на самом деле, вот, то есть можно там очень быстро у многих пчел найти ген, вот, поэтому особо на этот ген не заостряйте внимание. Плодовитость 4 по умолчанию у зимней и у величавой. Ну, есть также еще у некоторых других из MagicBiz, но и у стоковых, соответственно, вот. Я в демонстрации здесь буду как раз использовать величавую. Ее не так сложно вывести. Вот. Территория средняя, она у многих пчел, как бы не проблема получить этот ген. Эффект исследовательский опыт, он по умолчанию у райской. Кстати говоря, когда вы будете заниматься выведением райской, здесь есть проблема в том, что вам придется найти, соответственно, ген тропический, потому что у нее по умолчанию вот жаркое, сырое, это как раз тропический. То есть здесь еще в чем фишка, вот когда вы занимаетесь выведением новых видов, когда занимаетесь там, передачей генов, собственно, в принципе, вообще в форестре, вот этим пчеловодством, вам нужно всегда искать какие-то пересечения биомов. То есть, чтобы у вас рядом, например, была пустыня, там зимний биом, обычный биом, там джунгли. То есть, например, райскую вы без джунглей никак не выведете. То есть, ну, нереально. Единственное, что, может быть, вам помогут бигули. Но, опять же, чтобы получить бигули, вам там нужна имперская, вам нужна трудолюбивая, то есть, достаточно геморно. Да? То есть, биом можно, как бы, условно говоря, в большом улье регулировать. Но все же это не так просто. Поэтому лучше всего найти какое-то пересечение биомов, чтобы у вас под рукой там все быстро было. Допустим, там пустыня, обычный биом, джунгли, зимний, например, и так далее. И вот в случае с райской как раз вам придется заморочиться, найти тропики. Ну вот, допустим, райскую вывели, соответственно, можете получить уже ген опыта от нее. Что касается, значит, вот этих эффектов, точнее, генов на устойчивость, то температура в обе два стороны найти не так сложно. Там у многих и из дефолтового Forestry этот ген есть. Соответственно, чтобы получить в обе стороны 3, вам потребуется докторская пчела. Такая вот докторская пчелка, да? У нее по умолчанию, соответственно, устойчивость в обе стороны стоит 3, да? Вот это по умолчанию пчела такая. Дальше. Значит, устойчивая влажность, опять же, либо у Amped, если она у вас есть, да, в этой модификации, либо земельная из стандартного, соответственно, Forestry. Давайте посмотрим. Вот у него в обе стороны 2. Влажность. Так, давайте всех пчел рассмотрим. У укромной, соответственно, фишка в том, что... Так, значит, укромная мне нужна была для того, чтобы скорость опыления была наибыстрейшая. Вот, обратите внимание, скорость опыления у нее наибыстрейшая по умолчанию. У зимней, соответственно, величавой плодовитость по умолчанию самая высокая. Вот, самая высокая плодовитость. Их можно использовать для, соответственно, чтобы этот ген передать. Ну, райскую я уже показывал, да, еще раз покажу. У нее по умолчанию ген исследования, как раз опыта. То есть для качалок опыта.
Так, ну докторскую я уже показывал, что у нас еще земельно показал. Так, осталось скромная доблестная. Так, а скромные доблестные, соответственно, мне нужны, чтобы получать ночную, устойчивый летун и пещерную. То есть доблестная по умолчанию нам дает ген пещеры, ночной ген, либо же ночной ген можно взять у скромной. А скромная у нас, ну, это просто пчела, которую легко найти в пустыне, да. С доблестной тут немного сложнее, ее нужно тоже из улья выбить, и она выпадает с некоторым шансом там, из различных ульев, вместе с обычными там, пчелками. Что касается устойчивого летуна, здесь уже немного интереснее ситуация. То, что, во-первых, в принципе, устойчивый летун можно получить из мистического трутня, который является там, для Magic Beast тоже там, ну, дефолтом, то есть его можно найти в мире, вот этого мистического, если у вас Magic Beast установлен. Если у вас нет, придется выбивать его из лесного. Причем он не у каждого лесного трутня по умолчанию есть. Для этого вам потребуется такие вот улики находить и там выбивать. И с некоторым шансом, опять же, у вас может получиться вот такой вот летун. Давайте попробуем. Так, мне надо переключиться тогда в другой гейм-мод. Иначе у меня просто не выпадают пчелки. Так, лишний пробел. Давайте посмотрим. Сейчас я их выбиваю. И может быть нам повезет, мы как раз найдем какого-нибудь трутня. Ну, здесь они все похожи, скорее всего, нам такой не попался. Там не такой большой шанс. Но, насколько я помню, там ну, где-то из 10 ульев вот все-таки один должен выпадать. Давайте еще раз попробуем. Всех этих трутней пособираем. Так. Так. Трутни. Ну-ка проверим сейчас. Вот у нас такой лесной есть. Тоже ничего не выпало. Ну, то есть шанс выпадения настолько маленький, что... Ну, тем не менее, он выпадает. То есть лесные находить не так сложно, и с некоторым шансом все-таки можно. Я не знаю, даже, может быть, у принцесс такой встречается. Так, ну давайте еще раз попробую. Сейчас я от этих избавлюсь, пчелок. Вот какой-то нашелся один. Скорее всего, это он. Ну-ка. Да, вот посмотрите. Вот нам попался все-таки лесной трутень, который устойчивый летун, то есть устойчив к дождю. То есть шанс не очень высок, к сожалению. То есть по моей статистике вроде что-то, ну, порядка 10 ульев вам придется как минимум разбить, чтобы такое вам выпало. Все, естественно, случайным образом. Все. Ну, если же у вас Magic Beast, здесь немножко проще, потому что это у мистического по умолчанию и опять же у Amped. Amped вообще супер классная пчела, потому что у нее по умолчанию уже много топовых генов. Окей, так, ну вроде бы мы рассмотрели топовые гены, что они из себя представляют. Теперь давайте, наверное, попробуем все-таки вот взять, например, эту Amped пчелку, да, у которой по умолчанию уже много топовых генов, да. Вот это все топовое, тут чуть надо прокачать. Ну вот для того, чтобы вообще в принципе быстрее выводить пчел, да, как я уже в предыдущих видео много раз говорил, вот очень важна плодовитость. Чем больше трутней, тем больше возможностей перебора, тем быстрее у вас происходит селекция. Но кроме того, можно срок жизни тоже понизить. Это актуально для того случая, если у вас, опять же, нет Magic Beast и нет, соответственно, вот таких вот рамок забвенных, которые пчел мгновенно убивают. Вот. То есть вообще любую селекцию пчел я настоятельно рекомендую с выведения, собственно, плодовитости на максимум. Да? Это можно добиться, например, с помощью, опять же, зимних пчел, да, либо с помощью величественных. То есть к величественным, например, дойти. И там просто с ними удобнее, потому что они работают в обычном биоме. С зимними немножко геморнее, потому что вам придется тогда в зимний биом где-то рядом бегать постоянно туда-сюда, как бы эту пчелку тоже там, чтобы она могла существовать. И кроме того, естественно, для селекции обязательно, ну, желательно, чтобы она была ночной, иначе ночью не сможете просто ее выводить. Устойчивый летун тоже желательно, чтобы в дождь, соответственно, дождь вам не мешал продукцию получать и пчелку выводить. Вот. Поэтому, если занимаетесь селекцией, крайне рекомендую сперва плодовитость вкачать, потом, соответственно, ген ночи и ген устойчивости к дождю. Все, и вам намного будет быстрее вот эта вся селекция происходить. А если у вас еще в арсенале есть вот такие вот рамки забвенные из Magic Beast, либо некротические, да, там 3 рамки поставили, там тоже как бы намного быстрее пчелки убиваются.
вам будет вот намного быстрее. Но не отчаивайтесь, если у вас этого нет, просто ставите как можно больше пасек, да, там штук 10, и накидываете, соответственно, этих пчел и выводите. Все. Как бы я также спокойно там на версии 1.4.7 без всяких Magic Beans'ов так выводил топовые гены. Окей, давайте такую задачку себе поставим. Как бы я не могу, конечно, тут вот взять прямо сделать супер топовую пчелку даже из этих вот уже готовых пчел. Потому что, ну, это займет несколько часов. Я бы не хотел гайд делать на несколько часов. Поэтому давайте просто возьмем такую вот пчелку, Amped, и передадим ей какой-нибудь ген. Так, ну, мне все-таки кажется, плодовитость это то, что нужно нам. Поэтому возьмем вот этих вот величавых и попробуем от величавой, да, вот этот ген плодовитости на 4 трутня передать Amped, у которой ген плодовитости 3. Как это происходит, я в общих чертах описывал в предыдущем видео. Мы просто берем и подбрасываем трутни. Да? Вот берем этого трутня и сюда подкидываем. Все. Соответственно, ждем, когда они скрестятся и дадут потомство. И дальше просто будет простейший перебор. Я как бы в процессе постараюсь некоторые принципы рассказать. Все, дальше просто ждем. Будем сейчас перебирать пчелок. Наша задача добиться, чтобы у Amped было как можно, ну, чтобы нам передать ген на плодовитость. Еще крайне рекомендую побольше вот таких вот стоковых трутней себе наделать и принцессок, чтобы если что-то пойдет не так, вы могли их задействовать. Так, итак, у нас получается, вот видим, теперь смешались гены, да, все перемешалось. Мы будем постепенно добиваться того, чтобы у нас была, соответственно, Amped пчела с геном на 4. Смотрите, по сути у нас вот этот вот Amped пчелка, да, она по умолчанию имеет много хороших генов, поэтому нам надо стараться как можно чаще подкидывать именно ее стоковые там принцессы или ее стоковые трутни. Так, давайте тогда следующим образом попробуем. Вот у нас, в принципе, есть трутень, у которого ген нужный нам появляется, да? Так, здесь 4,3, так, вот 4,3, давайте его возьмем. Здесь у нас в активном гене 4, да? Давайте попробуем взять и, короче говоря, к принцессе. Мы можем, конечно, брать вот этих вот наших пчелок, перемешивать, но так будет немного дольше. Будет быстрее, если мы возьмем уже стоковую пчелку, да, с дефолтовыми, там, уже такой вот, с чистыми генами, и будем подкидывать именно с тем геном, который нам нужен. Здесь уже преимущество будет в том, что у нас нужный ген есть, да, и кроме того, уже вот эти вот гены не будут так сильно перемешиваться. Какие-то, возможно, уже в топ у нас уйдут. Давайте попробуем. Будем просто так перемешивать, подкидывать. Какое-то время нас займет, но по-другому никак не получится. То есть только перемешивать эту пчелку. Можно здесь вот рядом где-нибудь еще, там, допустим, взять эту пчелку, попробуем сюда трутня подкинуть и вот так вот перемешивать. Вот эти, наверное, буду выкидывать сразу, чтобы инвентарь не занимали. Еще рекомендую вам зажигалку себе сделать, ну, огнево, и вот этих сжигать ненужных трутней. Иначе у вас будет много мусора. Но если какие-то хорошие пчелы, лучше куда-нибудь в сундук там сохраняйте себе. Чтобы потом, если что, нужно ген достать. Иначе бывает, пчелы там теряют ген. Так, что у нас тут получилось? Давайте проверять. Так, это у нас принцесса, да? О, смотрите, как классно. Что получилось? У нас получилась принцесса, у которой появился нужный нам ген, да? И при этом у нее почти уже все топовое. Ну вот, кое-где у нас сбились гены, но это не проблема. Давайте попробуем тогда следующим образом. Подкинем ей трутня стокового, у которого все топ, кроме вот этого гена. И будем так вот добиваться. Здесь немного, наверное, сложнее ситуация, да, во втором случае. Так, здесь у нас он в пассивном, но тоже чего-то можно добиться. Поэтому давайте тоже сюда подкинем, чтобы немного ускорить процесс. Может быть, нам нужные трутни как раз выпадут. А этих можно, в принципе, здесь вот сохранить куда-нибудь в сундук. Вот, пока мы выводим. Когда выведем, это можно этот сундук потом опустошить. Можно так сразу нескольких пчел накидывать. И так процесс будет в целом быстрее происходить. Так, они еще пока живут. Так, давайте проверять, что у нас тут получается. Так, ну мы, к сожалению, потеряли нужный нам ген. Но сейчас мы посмотрим. Возможно, у кого-то из трутней он остался. Да? 3-4. 3-3. 4-3. Ну вот, неплохой трутень. Давайте здесь тогда следующим образом поступим. Мы возьмем, опять же, стокового, ну, дефолтовую принцессу Amped, у которой уже все в топе, кроме вот этого, да, нужного нам гена. Вот, но здесь у нас он появляется, давайте его туда подкинем. Вот.
То есть у нас здесь, давайте посмотрим на пчелку. Здесь, в принципе, смотрите, здесь уже вообще все топ, да? Ну, с точки зрения вот этой пчелы. То есть она уже похожа на ту пчелку очень сильно, но у нее не достает только вот этого гена. И очень высок шанс, что мы сейчас добьемся того, чего мы хотим. Ну, давайте будем пробовать, продолжать. Так, а здесь у нас, ну, принцесску это мы отложим, потом что-нибудь с ней можем сделать. Так, здесь давайте тоже переберем для интереса, что у нас тут получается. 4-3. Тоже неплохо. Можно ей попробовать сюда подкинуть такую пчелку. Эти пока убираем. Ждем, что здесь у нас получится. То есть здесь логика в том, чтобы добиваться того, чтобы все другие гены как можно меньше различались, то есть чтобы сходства было больше. И чтобы разница была только в том гене, который нам нужен. Так, вот здесь снова он есть у нас, а все остальное топовое здесь у нас. Отлично. Здесь все тоже хорошо. Все, разница только в этом гене. Так, давайте трутни переберем. Может быть, трутни каких-то интересных найдем. Так, 4-3 неплохо. 3-3 нам не подойдет, наверное. 3-3 тоже. В принципе, можно попробовать этого трутня подкинуть. Он, в принципе, в целом хороший. Да, здесь уже все топчик. Так, а здесь у нас тоже все хорошо. Так, вот тут только скорость производства, да, у нас сбивается. Ну вот я не знаю. Все-таки этого трутня. Давайте так сделаем. Давайте сюда все-таки вот этого подкинем. Вот, чтобы у них разница была только уже в том гене, который мне нужен. Так, а здесь я вот так сделаю. Значит, я возьму и сюда еще на всякий случай параллельно буду делать селекцию. Так, этих я пока сохраню. Пусть лежат про запас, мало ли. Так, здесь посмотрим, что получается у нас. 3-4. Ну, тут ген теряется, да? Давайте тогда ему подкинем топового. А, это трутень у нас. А где пчелка сама? Вот она, да? Ну ладно, подкинем так. Пусть там тоже перемешиваются все эти гены. Так, а здесь у нас уже мы ближе, наверное, к результату. Ближе всего. Так, разницы у нас, в принципе, здесь никакой. Так, нужный нам ген вот здесь. Так, а здесь у нас как дела? 3-4, здесь все хорошо, да? Тоже проблем нет. Так, вот этот потенциально подходит. Отложим его. А здесь что у нас как дела? Ну, тут никакой разницы между с этим нету вообще. Поэтому давайте вот этого подкинем. Здесь уже тоже просто появляется нужный нам ген, хоть и в пассивном виде, но он, по идее, нам увеличит шанс получения именно той пчелы, которую мы хотим. Так, ну давайте тут тоже посмотрим, может, параллельно попробуем. Тут вообще что-то у нас все плохо, да? 3-4. Ну, давайте так подкинем, мне уже просто на обум кидаю. Хочу все рассматривать подряд. Так, что-то пчелка долго живет слишком. Так, а здесь что у нас интересного происходит? 3-3, 3-3, 3-3. Что-то здесь потерялся этот ген вообще. Плохо. Так, интересно, что у нас тут получается. 4-4, мы добились такой вот пчелки, но нам нужно еще под нее сделать трутни, чтобы в итоге потом уже могли генериться и трутни. Оба, а у нас и здесь трутни получились, смотрите. В итоге мы получили, значит, пчелку, которая, давайте еще раз смешаем, еще раз получим, значит, трутней, чтобы уже наш результат подтвердить. Так, ну давайте с точки зрения генетики посмотрим еще раз, чего мы добились. То есть у нас была уже хорошо прокачанная пчела, да, по умолчанию такая вот. И мы, значит, взяли и добавили к этой пчеле еще ген на плодовитость. Вот такую пчелку мы получили. Классно. Сейчас здесь у нас еще это. Ну ладно, пока она там производится. Сейчас, вот, все, отлично. Еще у нас трутни есть, если что. Мы можем дальше их размножать уже. Все. Что делаем дальше? А дальше мы просто будем брать, соответственно, вот к этим генам, добавлять еще нужные нам. Ну, например, следующим шагом мы можем взять и ген на исследование сюда поставить вместо блидзи, вот этого специфического какого-то эффекта. То есть, что мы дальше по логике должны делать? Мы берем райскую уже, да, берем райскую, вот, подкидываем ее трутней и также перемешиваем. Только с райской может быть еще геморрой в том плане, что иногда выпадать в активный будут гены именно райской, да, там у нее требования к тропическому биому, поэтому будьте готовы к тому, что вам придется где-то в тропический биом бегать.
Потом, значит, берем райскую и также от нее ген вот этот передаем на исследование. А следующим шагом, например, можем передать уже ген на скорость производства, там, ой, на скорость опыления, который мы возьмем, например, у укромных, да. У укромной берем, также передаем этот ген тем же способом, там, да, перебором трутней. Ну и, наконец, там еще можно ей срок жизни понизить, там, сделать кратчайший. И, в принципе, у нас будет топовая пчела. Ну еще на температуру, на устойчивость это нам потребуется. Давайте еще раз посмотрим, какая пчела. Так, устойчивость к температуре нам потребуется докторская. То есть от докторской мы заберем потом, соответственно, устойчивость в обе стороны на 3 уровня. Вот и все. И вот такими шажками постепенно, соответственно, ну где-то в течение дня, я думаю, там можно вот такую пчелку топовую вывести. А потом спокойно брать уже вот эти вот топовые гены, передавать по разным видам пчел. То есть там имперкам, там трудолюбивым, алмазкам, то есть те пчелы, которые вы используете. Вот такие вот, в принципе, в целом принципы. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Чтобы новые видео не пропускать, рекомендуйте видео друзьям. Спасибо за просмотр, жду вас в следующих сериях. Пока.